Всем здравствуйте! Сегодня хочу предложить вам связать вот такую модель пинеток. Это бесшовные пинетки. Вяжутся они без отрыва нити. Вязание начинается с манжета с верхней части. Затем вяжем мысочек пинетки. После этого переходим к вывязыванию подошвы. При присоединении подошвы в этой модели вяжется изнаночными петлями. Затем поднимаемся вверх, соединяем обе части пинеток. В розовых пинетках подошва присоединялась лицевыми петлями, и получается вот такая дорожка из лицевых петель. Длина подошвы 9 сантиметров. Это соответствует возрасту ребенка от 0 до 3 месяцев. Для вязания этой модели я использовала пряжу в 50 граммах 130 метров. 25% шерсти, 75% акрил. Спицы номер 3. Набираем на спицы классическим способом 35 петель. Продолжаем набирать петли. Набрали 35 петель. Вяжем первый ряд. Кромочную снимаем. Начало пинетки у нас начинается платочной вязкой. Значит, мы и лицевая, и изнаночная сторона будем провязывать лицевые петли. Всего нам надо провязать 5 рядов. Довязываем ряд до конца. В конце ряда кромочную буду провязывать лицевой петлей. Итак, продолжаем вязать еще 4 ряда. Всего должно провязано 5 рядов. Провязали 5 рядов платочной вязкой. Теперь будем переходить к вязанию узора. Но для этого мы провяжем 2 ряда подготовительные. Это лицевая сторона работы. Здесь мы будем вязать лицевые петли. Вяжем ряд до конца лицевыми петлями. В конце ряда кромочную провязываю лицевой петлей. И еще один ряд. Это изнаночная сторона работы. И провязывать будем его изнаночными петлями. Продолжаем вязать до конца ряда. В конце ряда кромочную также провязываю лицевой петлей. Провязали 2 ряда подготовительные. В дальнейшем они у нас повторяться не будут больше. Теперь вяжем первый ряд узора. Кромочную снимаем. Далее вяжем одну изнаночную петлю. Одну петлю снимаем, не провязывая. Вяжем 2 лицевые петли. Непровязанную петлю
перебрасываем через 2 лицевые, что провязали. 1 изнаночная. Снимаем петлю, не провязывая. 2 лицевые и перебрасываем через 2 провязанные петли. Так продолжаем вязать до конца ряда. В конце ряда провязываем 1 изнаночная, 1 снимаем, 2 лицевые петли, перебрасываем не провязанную и 1 изнаночная петля. Кромочную провязываем лицевой петлей. Изнаночная сторона работы и вяжем второй ряд узора. Кромочную сняли, 1 лицевая петля, 1 изнаночная, делаем накид, 1 изнаночная. Это у нас раппорт узора. Так продолжаем вязать до конца ряда. 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная. Довязываем до конца ряда. Это второй ряд узора. В конце ряда 1 лицевая и кромочную провязываем лицевой. Третий ряд узора. Кромочную петлю снимаем. 1 изнаночная петля. Лицевая. Накид провязываем лицевой петлей. Снова лицевая. 1 изнаночная. 3 лицевые. И так продолжаем вязать. 1 изнаночная, 3 лицевые. До конца ряда вяжем. Довязываем ряд до конца. 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная и кромочная лицевой петлей. Четвертый ряд узора. Это изнаночная сторона работы. Кромочную сняли, 1 лицевая, 3 изнаночные, 1 лицевая, 3 изнаночные петли. И так будем вязать до конца ряда. Продолжаем вязание. Довязываем ряд до конца.
лицевая петля и кромочная лицевой петлей. Во время вывязывания узора у нас постоянно будут повторяться эти 4 ряда. Теперь узор начинается с первого ряда. Кромочную снимаем, 1 изнаночная, 1 петлю сняли, 2 лицевые провязываем и перебрасываем. Итак, провяжите еще самостоятельно эти 4 ряда узора. Провязали еще 4 ряда узора. Получается, мы дважды повторили узор 1, 2 раза. Теперь будем начинать вывязывать мысочек пинетки. Для этого нам надо разделить вязание на 3 части. С правой стороны отсчитываем 17 петель и ставим маркер. И с левой стороны отсчитываем 17 петель. И также ставим маркер. В центре у нас остается 1 петля. Из нее мы и будем вывязывать, начинать мысочек пинетки. Лицевая сторона работы и вяжем первый ряд узора. 1 изнаночная, 1 снимаем, не провязывая, 2 лицевые петли и снятую петлю перебрасываем через лицевые. Так мы будем вязать до маркера. Теперь вывязываем из 1 петли 3. Вытягиваем 1 петлю, делаем накид и еще вытягиваем 1 петлю. Далее 1 снимаем, не провязывая. И перебрасываем через 2 провязанные петли. Так довязываем первый ряд узора до конца ряда. В конце 1 изнаночная и кромочную вяжем лицевой петлей. Второй ряд узора — это изнаночная сторона работы, 1 лицевая петля, 1 изнаночная, накид и 1 изнаночная. Так вяжем до маркера. Довязав до маркера, 3 петли будем провязывать изнаночной петлей. Далее продолжаем вязать узор. Довязываем узором до конца ряда.
Повернули вязание и вяжем четвертый ряд узора. Ой, простите, и вяжем третий ряд узора. Кромочную сняли, 1 изнаночная и 3 лицевые петли. Так продолжаем вязать до маркера. Довязав до маркера, перед маркером делаем накид, перебрасываем маркер, 1 лицевая, делаем снова накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, маркер перебросили и за маркером делаем накид. Далее вяжем 3 лицевые петли. Дальше у нас идет узор. Продолжаем вязать узор. Довязываем узором. Четвертый ряд работы. Это изнаночная сторона. Кромочную снимаем. 1 лицевая и 3 изнаночные. Продолжаем так вязать. 1 лицевая и 3 изнаночные петли. Довязываем до накида, и накид будем провязывать изнаночной петлей. Перебрасываем маркер, 1 изнаночная, 2, 3, 4, 5 изнаночных петель. Между маркерами 5 изнаночных петель провязано. Перебросили маркер, накид провязываем изнаночной петлей. Далее идут у нас петли по рисунку. 3 изнаночные, 1 лицевая. И так довязываем ряд до конца. Лицевая сторона работы. Узор начинается с первого ряда. Кромочную сняли, 1 изнаночная, 1 снимаем, петлю не провязывая, 2 лицевые и не провязанную перебрасываем через 2 провязанные петли. Продолжаем так вязать. Одну снимаем, не провязывая, 2 лицевые, перебрасываем не провязанную через 2 лицевые петли. Теперь у нас накид предыдущий провязываем изнаночной петлей, делаем накид, перебрасываем маркер, 1 лицевая петля, накид делаем, далее вяжем лицевые петли, 1, 2, 3, делаем накид, провязываем лицевую петлю, перебрасываем маркер, снова делаем за маркером накид, вяжем 1 изнаночную петлю. И далее у нас уже повторяется узор. Снимаем 1 не провязанной, 2 провязали петли лицевыми петлями и перебрасываем
через них не провязанную петлю. Далее 1 изнаночная и продолжаем узор до конца ряда. В центре у нас уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель получается. Продолжаем вязать узор. Довязываем ряд до конца. В конце 1 изнаночная и кромочная лицевой. Повернули вязание. Это изнаночная сторона работы и второй ряд узора. Кромочную сняли, 1 лицевая, 1 изнаночная, сделали накид, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, снова 1 изнаночная петля. И так продолжаем вязать. Довязали вот до 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная петля. Теперь вяжем 1 лицевую и накид вяжем изнаночной петлей. Перебрасываем маркер. 1 изнаночная петля. Это у нас с лицевой стороны там получается такая лицевая дорожка. Накид провязали лицевой и все остальные петли вяжем лицевые. Накид лицевой и вторая дорожка, петелечка, провязали изнаночной петлей. Перебросили маркер, за маркером накид вяжем изнаночной, затем лицевая идет петля и петли узора идут у нас 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная. Довязываем до конца ряда. Третий ряд узора. Это лицевая сторона работы у нас. Кромочную сняли. 1 изнаночная петля. 3 лицевые петли. Одна изнаночная, 3 лицевые. Провязали изнаночную петлю. Теперь вяжем 3 лицевые петли, 1 изнаночная, 1 лицевая петля. Это уже из накида у нас вывязаны. Сделали накид, перебросили маркер, 1 лицевая, накид. Дальше вяжем лицевые петли, 1 накид, 1 лицевая, перебрасываем маркер, снова накид делаем, лицевая петля, изнаночная. Далее идут петли узора, 3 лицевые петли, 1 изнаночная, снова 3 лицевые. Довязываем ряд до конца. Четвертый ряд узора, изнаночная сторона работы. Снимаем кромочную, далее идет лицевая петля и 3 изнаночные. Повторяем лицевая и 3 изнаночные петли. Довязываем до маркера. Провязали мы 3 изнаночные петли. Теперь идет 1 лицевая петля, 1 изнаночная, накид провязываем изнаночной петлей. Перебрасываем маркер,
1 изнаночная петля, накид вяжем лицевой, 1, 2, 3, 4, 5, накид лицевой вяжем, 1 изнаночная петля, перебросили маркер, накид провязываем изнаночной, рядом еще 1 петля изнаночная, затем идет лицевая петля и 3 изнаночные. Повторяем узор: 1 лицевая и 3 изнаночные. Довязываем ряд до конца. В конце ряда 1 лицевая и кромочная лицевой петлей. Поворачиваем вязание. Узор начинается с первого ряда. Одна изнаночная, 1 снимаем, не провязывая петлю, вяжем 2 лицевые и перебрасываем через 2 провязанные петли. Теперь здесь у нас идет изнаночная дорожка. Провязываем изнаночной петлей 2 лицевые, делаем накид, перебрасываем маркер, вяжем 1 лицевую петлю, делаем снова накид, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, провязали лицевых петель, делаем накид, 1 лицевая, маркер перебрасываем, делаем снова накид, 2 лицевые петли провязываем, далее вяжем изнаночную, 1 снимаем, 2 лицевые провязали и непровязанную петлю перебрасываем через 2 лицевые. Повторяем дальше до конца ряда. 1 изнаночная, снимаем 2 лицевые и перебрасываем петлю через 2 лицевые петли. В конце ряда 1 изнаночная и кромочная лицевой петлей. Поворачиваем вязание. Это изнаночная сторона работы и вяжем 2 ряд узора. Кромочную сняли, 1 лицевая, провязали 1 изнаночную, сделали накид, снова изнаночная, теперь 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная. Повторяем узор. 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная. 1 лицевая, далее 1, 2 изнаночные и накид провязываем изнаночной петлей. Перебрасываем маркер, 1 изнаночная петля, накид вяжем лицевой петлей, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и накид провязываем лицевой петлей. 1 изнаночная, перебрасываем накид, 1 изнаночная петля, еще 1 изнаночная и еще 3 изнаночные петли провязали.
1 лицевая. Далее идут петли узора. 1 изнаночная накид, 1 изнаночная. Лицевая петля, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная. Так довязываем до конца ряда. В конце ряда 1 лицевая и кромочная вяжем лицевой петлей. Повернули вязание. Это 3-й ряд узора. Кромочную снимаем, 1 изнаночная, 3 лицевые петли вяжем. Повторяем, 1 изнаночная, 3 лицевые. Довязываем до элемента 3 лицевые, провязываем, 1 изнаночная. Здесь уже из накидов у нас 3 лицевые. Делаем накид, перебрасываем маркер, 1 лицевая, снова делаем накид, вяжем лицевые петли, накид, 1 лицевая, маркер перебрасываем, возле него делаем накид, 1, 2, 3 петли лицевые, изнаночная 1 петля, далее 3 лицевые петли узора и до конца ряда вяжем узор. Изнаночная сторона работы, и это 4-й ряд узора. Кромочную сняли, 1 лицевая, 3 изнаночные петли, 1 лицевая, 3 изнаночные. Еще раз повторяем. Одна лицевая петля, 3 изнаночные, 1 лицевая. Из накида у нас с изнаночной стороны 3 изнаночные, накид провязываем лицевой петлей. 1 изнаночная, накид лицевой провязываем. Здесь в центре 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых петель, накид провязали лицевой, 1 изнаночная, маркер перебросили, 1 лицевая, накид провязали мы лицевой петлей, 3 изнаночные, и далее у нас идет узор. Вяжем до конца ряда. Снова поворачиваем вязание, и это у нас уже будет 1-й ряд узора начинаться. Провязали 2 петли, перебросили снятую, 1 изнаночная, 1 снимаем, 2 лицевые провязали и перебрасываем. Два, 3, 4 раза у нас повторяется раппорт узора. Теперь у нас добавился еще один раппорт узора, мы можем провязать. 1 изнаночная, 1 снимаем, не провязывая, вяжем 2 лицевые петли, перебрасываем
снятую петлю через 2 лицевые, и у нас 1, 2, 3, 4, 5 уже получается раппортов узора. Изнаночная 1, делаем накид, 1 лицевая, делаем накид, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель провязали мы. Делаем накид, 1 лицевая, маркер перебросили, накид, и здесь мы 1 изнаночная, и здесь мы также еще провязываем 1 раппорт узора дополнительный. Снимаем петлю не провязывая, 2 лицевые, перебрасываем непровязанную петлю через 2 лицевые. Далее раппорт узора повторяется. Довязываем до конца ряда. Второй ряд узора. Кромочную снимаем. 1 лицевую провязали, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная, лицевая 1, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная. Одна лицевая, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная вяжем, 1 лицевая, накид возле маркера провязываем изнаночной петлей, перебрасываем маркер, 1 изнаночная петля, накид вяжем лицевой, остальные петли также провязываем лицевыми. Накид провязываем лицевой, 1 изнаночная петля. Между маркерами у нас всего провязано 15 петель. Перебрасываем маркер. Далее вяжем 1 изнаночную, накид провязали, 1 лицевая. Дальше идут у нас петли узора. Довязываем до конца ряда. Повернули вязание. Это у нас лицевая сторона работы. Вяжем 3-й ряд узора. 3-й ряд, 1 изнаночная, 3 лицевые петли. Довязали до последнего элемента, тот, что перед маркером, 1 изнаночная, 3 лицевые. Далее у нас идет 1 изнаночная петля, 1 лицевая петля вяжем. Делаем накид, перебрасываем маркер, 1 лицевая. Делаем снова накид, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 лицевых петель, накид, 1 лицевая, накид. Здесь вяжем 1 лицевую петлю, 1 изнаночная, 3 лицевые. Дальше идут петли узора.
Довязываем до конца ряда. Поворачиваем вязание, изнаночная сторона работы. Вяжем 4-й ряд узора. Это 1 лицевая и 3 изнаночные. Продолжаем вязать узор. Одна лицевая, 2 изнаночные, кромочную снимаем, 1 изнаночная, накид провязываем лицевой петлей, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и накид провязываем лицевой петлей. 1 изнаночная, перебрасываем маркер, накид провязываем изнаночной и еще 1 изнаночная петля, дальше лицевая, идет у нас узор 3 изнаночные петли, 1 лицевая, 3 изнаночные. Повторяется узор, раппорт узора. Вяжем до конца ряда. Лицевая сторона работы. И давайте посчитаем, сколько раз у нас повторялся узор с 1 по 4 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 раз мы повторяли узор. В центральной части мысочка давайте просчитаем, сколько у нас получилось изнаночных дорожек. 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных дорожек. Вязание мысочка еще не окончено. И для этого мы распределим немножко по-другому петли, потому что центральную часть мы будем продолжать вязать платочной вязкой, а боковые части пинеток будем продолжать вязать узором. Считаем, сколько петель у нас с правой стороны. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. По 2 получается 22 петли с правой стороны. С левой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Также 22 петли. Просчитаем, сколько петель у нас в центральной части между маркерами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21 петля. В центральной части 21 петля. Всего на спицах у нас 65 петель. Узор повторяется с первого ряда. Первый ряд у нас по узору идет 1 изнаночная петля, 1 снимается, 2 провязывается и снятую петлю перебрасываем через 2 провязанные петли. Вяжем так до маркера.
Здесь уже накиды никакие мы не делаем. Перебрасываем маркер и вяжем все петли лицевые внутри между маркерами. Здесь у нас 21 петля. Перебрасываем маркер. Дальше у нас идет, продолжается первый ряд узора. Довязываем до конца его. Изнаночная сторона работы и вяжем второй ряд узора. Второй ряд мы вяжем 1 лицевая, 1 изнаночная, накид, 1 изнаночная. Так мы продолжаем вязать до маркера. Здесь мы вяжем 21 лицевую петлю. Провязав лицевые петли, перебрасываем маркер и продолжаем вязать узор. Узор мы вяжем второй ряд. Затем нам надо будет еще провязать 3 и 4 ряд узора. Центральную часть между маркерами, там где у нас 21 петля, будем провязывать лицевыми петлями. Вяжем еще 2 ряда узором. Закончили вывязывать мысочек пинетки. Узор с 1 по 4 ряд повторялся у нас 7 раз. Теперь нам надо распределить петли для вывязывания подошвы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27 петель с правой стороны у нас. С левой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, также 27 петель. В центральной части 1, 2, 3, 4, 5, 11 петель мы отделили для вывязывания подошвы пинетки. Начинаем вязание подошвы. Вяжем лицевые петли. Продолжаем вязать до маркера. Теперь в работу вступают петли подошвы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 петлю и 1 петлю из боковой части мы будем провязывать 2 вместе изнаночной петлей.
Если кто провяжет 2 вместе лицевой петлей, то получится подошва как в розовых пинеточках. Провязываем 2 вместе изнаночной, поворачиваем вязание, кромочную снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь 10-ю петлю и петелечку с боковой части пинетки будем провязывать 2 вместе лицевой петлей. Поворачиваем вязание. Кромочную снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 петель провязали лицевой петлей. Теперь вяжем 2 вместе изнаночной. Снимаем первую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых петель провязали. Теперь вяжем 2 вместе лицевой петлей. С изнаночной стороны провязываем 2 вместе лицевой петлей. Снимаем первую петлю. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых петель. С лицевой стороны провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Уже виднеются первые очертания подошвы пинетки. Провяжем еще один раз. Снимаем первую петлю. Далее вяжем лицевые петли. Это изнаночная сторона работы, и здесь провязываем 2 вместе лицевой петлей. С изнаночной стороны получаются вот такие лицевые 2 дорожки. Продолжаем так вязать, пока на боковых частях пинеточки не останется с одной стороны 4 петли и со второй стороны 4 петли. Затем продолжим вязание вместе. Провязали подошву. Осталось у нас по 4 петли по бокам. Вот так смотрится подошва с лицевой стороны. А так смотрится с изнаночной стороны подошва. Теперь будем убавлять подошву пинеток. Снимаем первую петелечку. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязываем 8-ю петлю. Остается у нас здесь 2 петли недовязанные. И будем брать одну петлю из боковой части и провяжем 3 вместе изнаночной петлей. Поворачиваем вязание. Первую петелечку снимаем. Далее вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель.
Снова не довязываем 2 петли, берем одну петлю из боковой части и будем их провязывать 3 вместе лицевой петлей. Три вместе лицевой петлей провязываем. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаем. 1, 2, 3, 4 петли провязали, 5, 6. И снова вяжем 3 вместе изнаночной петлей. Это лицевая сторона работы, поэтому вяжем изнаночной петлей. Снимаем, не провязывая. 1, 2, 3, 4, 5 петель лицевых. Вяжем 3 вместе лицевой петлей. Вяжем за заднюю стеночку. Первую петельку снимаем, нить подтягиваем. 1, 2, 3, 4. Провязали лицевые петли. Теперь вяжем 3 вместе петли изнаночной. Поворачиваем вязание. Первую петелечку снимаем, нить подтягиваем. 1, 2, 3 петли лицевые провязали. Теперь вяжем 3 вместе лицевой петлей за заднюю стеночку. Поворачиваем вязание. Первую петельку сняли, нить подтягиваем. 1 лицевая, 2. Теперь 3 петли вместе вяжем изнаночной петлей. Поворачиваем вязание. Первую петлю снимаем. 1 лицевая. 3 петли вяжем вместе лицевой петлей. На спице у нас остается 3 петли. С помощью этих петель будем подниматься вверх и связывать боковые части пинеток вместе. Первую петелечку снимаем, не провязывая. Одну вяжем лицевой петлей. Снимаем на правую спицу петлю не провязанную. Левой поднимаем узелок кромочной петли. Провязываем 2 вместе. Повернули вязание. Первую петелечку снимаем, не провязывая. Далее вяжем 1 изнаночная. С левой спицы на правую перебрасываем петлю, не провязывая, а левой будем поднимать из кромочных узелок. Перебрасываем непровязанную петлю на левую спицу и вяжем 2 вместе изнаночной петлей.
Развернули вязание, кромочную сняли, 1 лицевая и повторяем. Оставляем петлю не провязанную, поднимаем узелок, перебрасываем на левую спицу не провязанную петлю и вяжем 2 вместе лицевой. Повернули вязание. Первую петелечку снимаем, не провязывая. 1 изнаночная. 1 петлю оставляем не провязанную на правой спице, а левой поднимаем узелочек из кромочной петли. Возвращаем не провязанную петлю и вяжем 2 вместе изнаночной петлей. Вот у нас немножко уже видно, получается дорожка из лицевых петель. Продолжаем вязание. Первую петелечку снимаем, 1 лицевая, из кромочной поднимаем узелок, не провязанную возвращаем на левую спицу и провязываем их 2 вместе лицевой петлей. Поворачиваем вязание. Первую петлю сняли, 1 изнаночная, с левой петлю перебрасываем на правую спицу не провязанную, поднимаем из кромочной снова узелок, возвращаем не провязанную петлю и провязываем 2 вместе изнаночной петлей. На 3 петлях образуется вот такая лицевая дорожка. Далее так и продолжаем вязать в такой же последовательности, поднимаясь вверх по кромочным петлям. Вверху петли закрываем. Вот пинетка в сборе. Такой шов получается с лицевой стороны. А такой шов получается с внутренней стороны. Такие пинеточки у нас получились. Спасибо за просмотр.